Всем привет! В этом видео я покажу подборку из 10 разных супов на любой вкус. Первым приготовим суп по-мексикански, необычный и вкусный. Готовится он очень просто и быстро. В сковороду или кастрюлю с толстым дном наливаем немного растительного масла. Кладем 500 грамм фарша. Жарим фарш, периодически перемешивая и разбивая лопаткой комочки. Готовим примерно 5-8 минут. К фаршу наливаем 800 мл томатного сока. Все перемешиваем. Томатный сок можно заменить нарезанными помидорами или использовать консервированные помидоры в собственном соку. Накрываем крышкой и доводим до кипения. Суп закипел. Добавляем 1 банку консервированной кукурузы и 1 банку консервированной красной фасоли. Сюда же наливаем пол-литра воды. Фасоль можно отварить самому, а кукурузу использовать замороженную. Все перемешиваем и варим после закипания примерно 5 минут. В самом конце суп солим по вкусу. Насыпаем пол чайной ложки молотого красного перца и перчим черным молотым перцем. Сюда же выдавливаем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Приправы можете регулировать по своему вкусу. Все перемешиваем и подаем на стол. Суп по-мексикански получился очень вкусным и сытным, а на приготовление уходит совсем немного времени. Такой суп прекрасно разнообразит ежедневное меню. Вторым приготовим один из вариантов горохового супа. Готовится несложно и получается очень вкусным и наваристым. В 4-литровую кастрюлю кладем полкилограмма ребрышек и наливаем воду так, чтобы она их покрыла. Я использую телячьи ребрышки, но также можно взять говяжьи или свиные. Кастрюлю ставим на огонь. Сразу же, как только вода закипит и образуется пена, снимаем ее с огня. Воду сливаем, а кастрюлю и мясо промываем. В кастрюлю с мясом наливаем примерно 3 литра воды. Ставим на огонь. После закипания воды варим 10 минут, а затем сюда же насыпаем 300 грамм хорошо промытого гороха. Предварительно горох можно замочить в воде на пару часов, так он быстрее разварится. Я еще кладу корень пастернака, но можно положить любые корешки или целую луковицу. Ребрышки с горохом варим на самом маленьком огне примерно 1 час. Пока все варится, подготовим остальные ингредиенты. 300 грамм картофеля нарезаем небольшими кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. 1 луковицу нарезаем кубиками. В сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Обжариваем до золотистости. Когда лук подзолотится, добавляем тертую морковь. Все перемешиваем и пассируем еще 1-2 минуты. Пассировку снимаем с огня. Прошел 1 час. Вынимаем пастернак, он нам больше не понадобится. И достаем ребрышки, им нужно дать немного остыть. Вареный горох измельчаем погружным блендером прямо в кастрюле до однородности. Делайте это очень аккуратно, так как можно обжечься. Если больше любите целый горох, то не измельчайте. В кастрюлю к гороху добавляем нарезанный кубиками картофель. Все перемешиваем и варим еще примерно 10 минут. Ребрышки немного остыли. Отделяем от них мясо и нарезаем его на более мелкие кусочки. Суп с картофелем проварился уже 10 минут. Добавляем к нему нарезанное мясо. Солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. И добавляем лавровый лист. Сюда же кладем приготовленную овощную пассировку. Все перемешиваем и доводим суп до кипения. Когда закипит, снимаем с огня. Гороховый суп получился очень вкусным и наваристым. Готовится просто и отлично подходит для обеда всей семьей. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Третьим приготовим необычный и очень вкусный суп-пюре. Приготовление максимально простое и быстрое. Сначала подготовим овощи. Лук нарезаем кубиками. Понадобится 1 большая или 2 средних луковицы.
Морковь трем на терке. Понадобится 2 морковки среднего размера. Нарезаем 1-2 зубчика чеснока. Кабачок нарезаем кубиками. Вес кабачка примерно 700 грамм. Также можно использовать цукини. Картошку тоже нарезаем кубиками. Для супа понадобится 400 грамм уже очищенной картошки. Берем кастрюлю емкостью 2,5 литра и ставим на огонь. На дно наливаем растительное масло. Кастрюлю желательно использовать с толстым дном. И кладем кусочек сливочного масла для аромата и вкуса. В нагретое масло засыпаем нарезанный лук. Пассируем 3-5 минут на среднем огне. Периодически перемешиваем, чтобы лук не пригорел. Готовим до легкой золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще примерно минуту. Сюда же добавляем нарезанный чеснок. Опять перемешиваем и готовим еще 2 минуты. К овощам добавляем подготовленный кабачок. И кладем картошку. Все заливаем водой. Воду не доливаем примерно на 1 см до поверхности овощей в кастрюле. Перемешиваем. Солим по вкусу. Опять немного перемешиваем. Кастрюлю накрываем крышкой и варим овощи 15 минут после закипания воды. Все овощи должны полностью свариться. Все сварилось. Измельчаем приготовленные овощи погруженным блендером в однородную массу. На время пюрирования огонь нужно выключить. Сюда же в кастрюлю наливаем 200 мл сливок. Я использую 15% сливки. Насыпаем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Суп доводим до кипения, немного перемешивая, чтобы не перегорел. Кипятим еще около минуты и снимаем с огня. Пучок зелени измельчаем ножом. Суп раскладываем по тарелкам. Сверху украшаем измельченной зеленью. Суп-пюре получается очень нежным, с приятным сливочным вкусом и ароматом. Его можно подавать как горячим, так и холодным. Четвертым приготовим быстрый, необычный и очень вкусный суп. Рецепт настолько прост, что его осилит даже ребенок. Берем кастрюлю из расчета на 3 литра воды и наливаем в нее 2 литра воды. Ставим на огонь. Картофель нарезаем кубиками. Кладем нарезанную картошку в горячую воду. Оставляем вариться на 2-3 минуты. 1 луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь нарезаем сначала пластинками, а затем пластинки режем кубиками. В сковороду наливаем немного растительного масла. Насыпаем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. Добавляем нарезанную морковь. Готовим еще 1-2 минуты. Овощную пассировку добавляем в кастрюлю с картошкой. Сюда же кладем 160 грамм плавленного сыра. Я использую сыр янтарь.
Все перемешиваем до полного растворения сыра. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. И насыпаем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Перемешиваем. Когда суп закипит, добавляем в кастрюлю 500 грамм замороженных пельменей. Опять перемешиваем. Варим суп до готовности пельменей примерно 5-7 минут. Мелко нарезаем зелень. Я использую петрушку и укроп. Добавляем зелень в суп. Перемешиваем. Суп готов, снимаем его с огня. Суп с пельменями получился очень вкусным и сытным. Готовится максимально просто и быстро. Такой суп сможет приготовить каждый. Пятым приготовим суп с фрикадельками и фасолью. Суп простой в приготовлении, очень вкусный и питательный. Сначала для супа нужно сварить фасоль. Для этого 1 стакан фасоли замачиваем на ночь в чистой воде. Уже замоченную фасоль кладем в кастрюлю и заливаем примерно 2,5 литрами воды. Варим фасоль практически до готовности, примерно 30-40 минут, в зависимости от сорта фасоли. Пока варится фасоль, подготовим остальные ингредиенты. 300 грамм картофеля нарезаем небольшими кубиками. Полкилограмма фарша солим по вкусу и перчим. Все хорошо перемешиваем. Из подготовленного фарша скатываем небольшие фрикадельки. Готовим пассировку для супа. 1 морковь трем на мелкой терке. 1 луковицу нарезаем небольшими кубиками. 2 помидора тоже нарезаем кубиками. В сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Пассируем еще 3-4 минуты до мягкости моркови. Сюда же в сковороду кладем нарезанные помидоры. Тушим на небольшом огне еще около 5 минут. Фасоль уже практически сварилась. Добавляем в кастрюлю фрикадельки. Доводим фрикадельки до кипения и снимаем образовавшуюся пену. Сюда же кладем нарезанный картофель. Варим суп примерно 15 минут до готовности картофеля и фрикаделек. Когда все сварилось, суп солим примерно половиной столовой ложки соли. Кладем лавровый лист и перчим. Сюда же добавляем приготовленную овощную пассировку. Все перемешиваем. Измельчаем пучок свежей петрушки и кладем ее в суп. Доводим суп до кипения и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с фрикадельками и фасолью получился очень вкусный и сытный. Готовится такой суп несложно и нравится всем, как взрослым, так и детям. По желанию сухую фасоль можно заменить консервированной, тогда готовка займет еще меньше времени. Шестым приготовим легкий суп на каждый день. Это простое блюдо отлично подходит для каждодневного меню. Такой суп простой в приготовлении, ароматный и сытный. В 3-литровую кастрюлю наливаем примерно 2-2,5 литра воды и ставим на огонь. Пока греется вода, 350 грамм картофеля нарезаем небольшими кусочками. В горячую воду кладем подготовленный картофель. Варим после закипания примерно 5 минут. Если образуется пена, то ее желательно снять. Картофель варится уже 5 минут. Добавляем 4 столовых ложки промытой гречки. Все перемешиваем и варим еще примерно 15 минут.
Пока варится гречка с картошкой, подготовим остальные ингредиенты. 200 грамм шампиньонов моем и нарезаем пластинками. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. На разогретую сковороду кладем нарезанные шампиньоны. Готовим их на большом огне до испарения всей жидкости. Когда вся жидкость из грибов испарилась, в сковороду наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем лук с грибами до золотистости лука. Сюда же добавляем тертую морковь. Готовим еще примерно 1-2 минуты и снимаем с огня. Картофель с гречкой уже сварился. Добавляем в кастрюлю пассировку с грибами. Суп солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. И кладем 1 лавровый лист. Все перемешиваем. Когда суп закипит, добавляем нарезанную зелень. Я добавила замороженный укроп. Все перемешиваем и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с гречкой и грибами получился ароматным и вкусным. Готовится очень просто и быстро. Он отлично подходит для обеда на каждый день. Седьмым приготовим суп с томатами. Он очень вкусный, сытный и просто готовится. Сначала варим бульон. Берем полкилограмма ребрышек и разрезаем их на более мелкие кусочки. Я взяла свиные ребрышки, но можно взять и любые другие. Нарезанные ребрышки кладем в 4-литровую кастрюлю. Сюда же в кастрюлю наливаем примерно 2,5 литра воды. Все ставим на огонь. После закипания воды варим ребрышки примерно 30-40 минут. Пока готовится бульон, подготовим остальные ингредиенты. Берем 3 крупных помидора и делаем крестообразный надрез. Помидоры кладем в кипяток. Через 1-2 минуты помидоры вынимаем. Снимаем с них шкурку. Очищенные помидоры разрезаем пополам, вырезаем плодоножку и нарезаем кусочками. Все перекладываем в чашу. Помидоры измельчаем блендером до однородности. Если блендера нет, то помидоры можно натереть на терке. 350 грамм картофеля нарезаем кубиками. 1 луковицу нарезаем мелкими кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. 1 сладкий перец нарезаем небольшими брусочками. Готовим пассировку. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук и пассируем до золотистости. К луку добавляем подготовленную морковь и пассируем еще 2-3 минуты до мягкости моркови. Сюда же добавляем нарезанный сладкий перец. Готовим еще 2 минуты, периодически перемешивая. Овощи готовы, снимаем их с огня. Бульон варится уже около 40 минут. Вынимаем готовые ребрышки на тарелку и даем им немного остыть. В бульон кладем нарезанную картошку. После закипания варим картофель примерно 5 минут. Пока варится картофель, с ребрышек снимаем мясо и нарезаем его на более мелкие кусочки. Еще больше разных вкусных супов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. В кастрюлю к картошке наливаем приготовленный томат. Все перемешиваем и доводим до кипения. Сюда же добавляем подготовленное мясо. Насыпаем 80 грамм мелкой лапши. Перемешиваем и варим примерно 5 минут. В конце в суп добавляем приготовленную овощную пассировку. Кладем 1 лавровый лист. Все перчим по вкусу. И солим примерно половиной столовой ложки соли. Все перемешиваем. Мелко нарезаем пучок свежей петрушки. Добавляем петрушку и все перемешиваем. Даем еще раз закипеть супу и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с томатами получился очень вкусным и сытным. Готовится просто и продукты все доступные. Также такой суп можно приготовить с рисом. Ребрышки можно заменить куриным мясом или готовить без него. Так тоже будет вкусно. Следующим приготовим необычный суп с клетками. Все продукты доступные, готовится он легко и получается сытное и ароматное первое блюдо.
Сначала сварим куриный бульон. Полкилограмма нарезанного кусочками куриного мяса кладем в 4-литровую кастрюлю и заливаем водой так, чтобы она покрыла мясо. Как только вода закипит, снимаем ее с огня. Воду выливаем, а мясо и кастрюлю промываем от свернувшегося белка. Промытое мясо опять кладем в кастрюлю и заливаем 3 литрами чистой воды. Доводим до кипения и после закипания варим на небольшом огне под крышкой примерно 35-40 минут. Делаем пассировку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. На небольшом количестве растительного масла пассируем до золотистости нарезанный лук. К луку добавляем тертую морковь и пассируем до мягкости морковки примерно 2-3 минуты. 300 грамм картофеля нарезаем небольшими кубиками. Уже сварившиеся кусочки курицы вынимаем из бульона и даем им немного остыть. В бульон кладем нарезанный картофель и варим его примерно 15 минут. Мясо немного остыло, отделяем его от костей и разбираем на более мелкие кусочки. Подготовленное мясо кладем в кастрюлю к картофелю. Пока варится картофель, подготовим тесто для клёцок. В миску разбиваем 2 яйца и добавляем примерно четверть чайной ложки соли. Взбиваем их венчиком. Сюда же наливаем 100 мл молока и насыпаем пол чайной ложки куркумы. Куркуму добавляем по желанию. Все перемешиваем. Если молока нет, то его можно заменить водой. Сюда же насыпаем примерно 100 грамм муки. Опять все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться не густым и льющимся. Когда картофель уже практически сварился, суп солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим по вкусу и кидаем 1 лавровый лист. Делаем клёцки. Над кастрюлей с кипящим супом держим дуршлаг или, как в моем случае, большую шумовку и наливаем на нее тесто. Чтобы тесто быстрее проходило сквозь дырочки, помогаем ему ложкой. Готовую пассировку кладем в суп. В самом конце измельчаем небольшой пучок петрушки и тоже кладем в суп. Суп с клёцками получился ароматным, сытным и очень вкусным. Его с удовольствием едят как взрослые, так и дети. Сварите такой супчик своим родным и разнообразьте свое меню. Девятым приготовим суп с фрикадельками, пшеном и капустой. Суп получается очень вкусным, сытным и к тому же готовится совсем несложно. Подготовим ингредиенты для супа. Мелко шинкуем 200 грамм белокочанной капусты. 3-4 картофеля среднего размера нарезаем небольшими кусочками. Берем 300 грамм фарша, немного его солим и перчим. Все хорошо перемешиваем. Я использую свино-говяжий фарш, но можно взять и любой другой, например, куриный. Из подготовленного фарша скатываем небольшие фрикадельки. В кастрюлю объемом 4 литра наливаем примерно 3 литра воды. Воду в кастрюле ставим на огонь и доводим до кипения. Когда закипит вода, аккуратно опускаем в нее подготовленные фрикадельки. Через 2-3 минуты после закипания воды с фрикадельками снимаем пену сверху. Если пена будет появляться в процессе варки, то ее тоже нужно снимать. На вкусовые качества это не повлияет, но суп не будет мутный. В кастрюлю кладем подготовленный картофель. Варим примерно 2-3 минуты после закипания воды. Сюда же добавляем нашинкованную капусту. Если капуста молодая, то ее нужно добавить за несколько минут до конца варки супа. Кастрюлю неплотно накрываем крышкой и после закипания варим на маленьком огне примерно 10-15 минут. Пока варится суп, приготовим пассировку для супа. 2 лука-порея нарезаем кружочками. Нарезаем только белую часть. Лук-порей можно заменить обычным белым репчатым луком. 2 средних морковки трем на мелкой терке. Берем 2 средних помытых помидора и делаем ножом неглубокий крестовидный надрез. Подготовленные помидоры кладем в миску и заливаем кипятком на 20-30 секунд.
После 30 секунд перекладываем их из кипятка в холодную воду. Теперь помидоры очень легко очищаются от кожуры. Подхватываем кожуру в том месте, где делали надрез, и снимаем ее целыми лоскутками. Очищенные помидоры нарезаем кубиками. В сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук-порей. Пассируем его примерно 3-4 минуты до легкой золотистости. К луку добавляем тертую морковь. Перемешиваем и пассируем еще 2-3 минуты до мягкости морковки. Сюда же добавляем подготовленные помидоры. Все овощи пассируем на небольшом огне примерно 5-8 минут. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Картошка с капустой уже практически сварилась. Добавляем в кастрюлю 4 столовых ложки хорошо промытого пшена. Для того, чтобы пшено было еще более вкусным и полезным, я его на ночь заливаю водой. Варим суп с пшеном еще 5-8 минут. Спустя 5 минут в кастрюлю добавляем пассерованные овощи и перемешиваем. Когда суп закипит, солим его примерно половиной столовой ложки соли и перчим по вкусу. В самом конце добавляем подготовленную петрушку. Сюда же кладем лавровый лист. Все перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Суп с фрикадельками, капустой и пшеном получился очень вкусным и сытным. Свежие помидоры придают супу особую тонкую кислинку, а разнообразие овощей делает суп ароматным и вкусным. И последним приготовим один из вариантов горохового супа. Это будет суп с ароматными чесночными рулетиками и копчеными охотничьими колбасками. Перед тем, как варить суп, нужно хорошо промыть 1 стакан гороха и залить его водой. Гороху даем настояться 2 часа, а лучше дольше. Я замачивала его на ночь. Берем полкилограмма ребрышек и разрезаем их на более мелкие куски. Ребрышки кладем в кастрюлю объемом 4 литра и заливаем их водой так, чтобы вода покрыла ребрышки. Я использую свиные ребрышки, но также можно взять и говяжьи. Кастрюлю ставим на сильный огонь. Как только вода закипела, снимаем кастрюлю с огня. Выливаем эту воду и промываем ребрышки и кастрюлю. Ребрышки опять кладем в кастрюлю и заливаем примерно 3 литрами чистой воды. Варим бульон после закипания на маленьком огне примерно 30 минут. Через 30 минут в кастрюлю добавляем уже набухший горох. Варим еще примерно 40-50 минут. После закипания снимаем ложкой ненужную пену. Если в дальнейшем при варке будет образовываться пена, то ее желательно тоже снимать. На вкусовых качествах супа это не отразится, но выглядеть он будет красивее и аппетитнее. Пока варится горох с ребрышками, замесим тесто для рулетиков. В миску разбиваем 1 яйцо и наливаем 20 мл воды, немного солим. Все перемешиваем венчиком. Сюда же насыпаем примерно 80-100 грамм муки и замешиваем крутое тесто. Тесто накрываем крышкой или пищевой пленкой и даем ему отдохнуть 15-20 минут. Готовим чесночную начинку. Берем 20 грамм мягкого, но не растопленного сливочного масла и к нему выдавливаем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Сюда же добавляем 1 столовую ложку измельченного укропа. Я использую замороженный. Все перемешиваем. Тесто настоялось, раскатываем из него длинный прямоугольник. Лист теста по всей поверхности смазываем приготовленной масляно-чесночной начинкой. Скручиваем тесто в рулет. Край рулета хорошо защипываем. Подготовленный рулет разрезаем небольшими кусочками. 200 грамм картофеля нарезаем небольшими кубиками. Горох с ребрышками уже сварились. Вынимаем ребрышки из кастрюли и даем им немного остыть. В кастрюлю кладем картофель и варим суп еще примерно 10 минут. Готовим пассировку для супа. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке.
В сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем подготовленный лук. Пассируем до золотистости. Сюда же к луку добавляем тертую морковь и пассируем до мягкости морковки. С уже немного остывшего мяса вынимаем косточки. Мясо нарезаем небольшими кусочками. 4 охотничьи колбаски нарезаем небольшими кусочками. Кусочки мяса кладем обратно в суп. Сюда же кладем и охотничьи колбаски. Суп солим примерно половиной столовой ложки соли. Все перемешиваем. Также в суп добавляем по одному подготовленные чесночные рулетики. Варим еще 5 минут и добавляем овощную пассировку. Суп перчим по вкусу и кладем 1 лавровый лист. Все перемешиваем. Когда суп закипит, добавляем в него зелень. Я добавила столовую ложку замороженного укропа. Все перемешиваем. Суп готов, можно подавать на стол. Гороховый суп с чесночными рулетиками получился очень вкусный, ароматный и сытный. Готовится он несложно. Также такой суп можно сварить и без рулетиков, тоже получится очень вкусно.